не могу понять, Грузия во мне или я в Грузии. Грузия – это прежде всего родина, конечно. И это связь с предками. Мы чувствуем себя единым народом вместе с ними. У нас есть такое высказывание, по-русски я слышал так: желаю радоваться вечно. А у нас немножко по-другому. Радуйтесь в двух мирах. Земная Грузия – это как бы преддверие той Грузии, великой Грузии, которая нас ожидает. Человек – это плод любви. Когда мы говорим о современном человеке, о том, чего нам не хватает, как раз любви нам не хватает. Человеком овладела гордость и личная корысть. Человек думает только о себе, и, к сожалению, он теряет вот такую связь с божественной любовью. Любовь – это полная самоотдача. На грузинском языке имеются слова, выражающие любовь. Шеничириме. Это значит, что я беру все беды твои на себя. Или Шенгенацвале. Я во время испытаний я заменю тебя. Любовь, она обширна и необъяснима, как необъясним сам Господь. Он открыл храмы, когда весь мир их закрывал. История святого нашего времени. В 2020 году весь православный мир закрывал храмы. Папа Римский отменил проповедь на площади Святого Петра. Священники служили в пустых церквях, а один 90-летний старец в Тбилиси сказал «нет». И оказался прав. Это патриарх Илья II, католикос-патриарх всей Грузии. Человек, которого любила вся страна, которого знали далеко за ее пределами, которому ехали за благословением из России, Европы, Америки, о котором еще в молодости старец-епископ произнес пророчество, и оно сбылось до последнего слова. В этом фильме не биография, а живые образы, наставления, тот духовный пример, который он оставил нам всем, потому что такие люди уходят раз в столетие. Дорогие отцы, братья и сестры, прошу вас, пожалуйста, досмотрите этот фильм до конца. Будет очень важно, полезно всем услышать то, о чем говорю я. Я несколько дней не мог начать этот разговор, садился и не знал, с чего вообще начать. Потому что когда уходит такой человек, слова не сразу находятся. Хочется просто промолчать, постоять, как стояли те тысячи людей в Тбилиси со свечами 8 часов в очереди. И вот я стоял так внутри себя и думал, что я могу сказать об этом человеке, что будет достойно его жизни, что не будет просто словами. Да, конечно, безусловно, я не был лично с ним знаком, но в душе и в моем сердце, и в моих мыслях проскакивала только одна мысль, что как будто бы я знаю этого владыку 100 лет. Представьте эту картину. Тбилиси, март. Кафедральный собор Святой Троицы Циминда-Самеба работает круглосуточно. И все равно очередь тянется на несколько кварталов. Люди стоят 6 часов, 8.
Я не знаю ни одного президента в мире, которого так провожали. Ни одного артиста, ни одного так называемого лидера мнений. Но этого старца проводили именно так. Потому что он был не президент, не артист. Он был отец, настоящий, единственный. Но чтобы понять, кем он был, нужно сначала понять, что он получил в наследство и что ему пришлось нести. 1977 год. Советский Союз. Грузия. Грузия – маленькая страна на краю огромной империи. Позади десятилетия государственного атеизма. Храмы закрыты или разрушены. Монастыри в руинах. Духовные школы уничтожены. Молодежь не умеет молиться. Священников горстка на всю страну. Венчаться опасно для карьеры. Крестить ребенка значит рисковать. Но это еще не все. Потому что советская власть – это было только начало испытаний. Впереди у Грузии была кровь 1989 года на перекрестке Руставели. Была гражданская война в 1991, когда грузины убивали грузин. Была и катастрофа 2008 года – война и потеря земли. Была пандемия 2020 года, когда весь мир закрывал храмы и требовал того же от него. И каждый раз он не уходил, не прятался, не делал умных компромиссов. Он выходил туда, где страшнее всего, и стоял. Но почему именно он? Откуда в одном человеке столько силы? Откуда эта верность, которая не ломается ни под советской властью, ни под пулями, ни под давлением прессы всего мира? И я думаю, это не случайность. И вот почему. 1957 год. Молодому послушнику 24 года, он принимает монашеский постриг. Его нарекают именем Илья, в честь библейского пророка, который один противостоял 450 жрецам Ваала, имя уже как пророчество. И вот над ним склоняется старый епископ, его звали Зиновий, в миру Захария Мажуга, один из тех людей, которым Господь дает дар видеть дальше, чем мы видим. И этот старец прямо во время пострига, в самую святую минуту, вдруг останавливается, смотрит на молодого монаха, долго смотрит и говорит тихо, но так, что слышат все. Этот человек станет патриархом Грузии. В советское время грузинская церковь едва дышит. О каком патриаршестве вообще можно говорить? Это звучало как безумие. Но старец сказал, и слово его не упало в пустоту. Потому что ровно через 20 лет молодой монах Илья взошел на патриарший престол и в день своей интронизации произнес слова, которые стали его девизом на всю оставшуюся жизнь. С нами Бог. Не мы справимся, не я постараюсь, а с нами Бог. Это не красивая фраза, это диагноз, это компас, это якорь, который держал его в самые страшные ночи. А ночей таких, как мы увидим, было немало. Сегодня я хочу поделиться с вами и рассказать историю этого Божьего человека. Через конкретные моменты, страшные и светлые, через его слова, через его поступки в самые темные часы Грузии. Мы будем говорить о крови на проспекте Руставели, о войне между братьями, о пандемии и открытых храмах, о 51 тысяче крестных детей, о благословении как образе жизни и о том, что он сказал под конец, простыми словами, которые стоят больше любой богословской книги. Потому что это не просто история одного патриарха, это свидетельство о том, что Господь не оставляет народы, что Он избирает людей и через них действует, и что вера, которая не боится, это не фанатизм, это самая трезвая вещь на свете. Это не моя прихоть рассказывать об этом человеке, это благословение Божие, потому что такие люди уходят раз в столетие, и пока мы их помним, они живы. Оставайтесь со мной, мы начинаем. Дорогие наши зрители, прежде чем говорить о его делах, я хочу сказать, откуда это все взялось, потому что великие люди не рождаются сами по себе. За ними всегда стоит что-то простое и глубокое. Патриарх вспоминал, как его мама говорила детям: «Какая бы нужда вас ни постигла, не оставляйте родину и на чужбину не уезжайте. Нужно нести бремя, которое Господь посылает нашему народу». Вот оно, не богословская академия, не великий учитель, а мама, которая сказала,
неси свое бремя, не убегай. И он нес 49 лет. Он рассказывал, как один из его профессоров в семинарии учил о необходимости каждый раз при словах диакона просить у Господа благодати и креститься. И добавлял: вот уже прошли десятилетия, 2014, а я каждый раз именно так и делаю. Каждый раз. Вы слышите? Это и есть тайна духовного роста. Не великие подвиги, а верность малым вещам. Каждый раз без исключения. И еще он любил говорить, что главное не разрушение внешних храмов. Главное, чтобы не разрушились храмы духа, а они в человеческой душе. Коммунисты взорвали церкви, но этот храм они взорвать не смогли. А мы сами можем его разрушить небрежением, суетой, страхом. Дорогие мои, я хочу рассказать вам о моментах, которые мало кто вспоминает, но именно они показывают, кем был этот Божий человек на самом деле. Не в тихое время, а в самое страшное. 9 апреля 1989 года, ночь саперных лопаток. Поздняя ночь в Тбилиси, проспект Руставели. Тысячи людей стоят перед домом правительства. Они требуют независимости Грузии, держат свечи, поют. Среди них женщины, студенты, старики. И вот, приходит информация. Советские войска готовятся к разгону, уже сосредоточены на подступах. Саперные лопатки, газ, приказ отдан. И тогда на трибуну выходит патриарх Илья. В 3 часа 45 минут ночи он обращается к тысячам людей, своих духовных детей, и говорит: «Поэтому, мои духовные дети, благословляю вас на то, чтобы встать и вместе пойти в церковь святого Георгия Кашвети и поблагодарить Господа. Он знал, что будет. Он пытался увести людей с площади в храм под покров Божий, но его не послушались. И тогда он остался с ними, не ушел, не укрылся, встал рядом, и вся площадь начала молиться. Через несколько минут советские войска пошли в атаку. Саперные лопатки, газ, 21 человек погиб, сотни ранены. Эту ночь в Грузии называют кровавым воскресеньем. На следующее утро патриарх Илья совершил первую заупокойную службу в Сионском соборе и назвал погибших жертвами за свободу Родины. Подумайте об этом образе. Пастырь, который не ушел с площади, который остался с народом самую страшную ночь, это не политика, это пасторство в самом евангельском смысле. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. 1991 по 1992 года братоубийственная война в Тбилиси. Прошло всего 2 года. Грузия получила независимость, но вместо мира пришла новая беда. Гражданская война в самом центре Тбилиси. Сторонники первого президента Гамсахурдия и оппозиция стреляли друг в друга на проспекте Руставели. Братья убивали братьев. И снова на проспект Руставели выходит патриарх. Среди пуль, среди горящих машин. Он обращается к обеим сторонам и просит одного – переговоров, мира. Остановите это. Его критиковали потом. Одни говорили: ты встал на сторону оппозиции, другие: ты предал президента. Он не вставал ни на чью сторону. Он вставал на сторону Грузии, на сторону живых людей. Церковь – это не партия. Патриарх – это не политик. Он мирит. Он соединяет. Он не дает народу разорвать себя изнутри. 2008 год. Война, кровь, и снова он с народом. Август 2008 года. Южная Осетия. Российско-грузинская война. 5 дней, и Грузия потеряла часть своей территории. Беженцы, раненые, гробы. Все дипломатические отношения между Грузией и Россией разорваны. Полная тишина между государствами. Но патриарх Илья лично участвовал в эвакуации раненых из зоны конфликта. Организовывал перевозку тел погибших своими руками. И именно тогда грузинская православная церковь стала единственным мостом между двумя странами. Делегации церкви ездили в Москву. Представители РПЦ приезжали в Тбилиси. Когда государства молчали, говорила церковь. Его за это называли пророссийским. А он просто любил и Грузию, и Россию. И не хотел, чтобы 2 православных народа уничтожали друг друга. Вот что значит быть пастырем, не героем, не политиком, а человеком Божьим, который стоит между враждующими и говорит: здесь дети Божьи с обеих сторон.
В 1977 году, в день своей интронизации, молодой патриарх произнес слова, которые стали его девизом на всю жизнь: «С нами Бог». Во время восшествия на патриарший престол я чувствовал, что с нами находится Бог. Я чувствовал и видел, в какой нужде пребывает Грузия и наша церковь. С нами Бог. Не мы справимся, не я постараюсь, а с нами Бог. Это не красивая фраза, это диагноз, это компас, когда человек по-настоящему знает, что с ним Бог. Он перестает бояться. Не потому, что ему не страшно, а потому, что страх больше не управляет его решениями. Именно это мы увидим в 2020 году. Дорогие мои, вы помните 2020 год? Каким он был? Когда каждый день новые цифры, когда закрывались храмы, когда по всему православному миру священники выходили к прихожанам в масках, перчатках, убирали лжицу на всякий случай. Нет, я не осуждаю никого. Страх – это по-человечески, но именно тогда стало видно, кто верит на самом деле, а кто просто привык так думать о себе. Уже в начале марта 2020-го патриарх Илья вышел к пасту и сказал: «Без Господа это не произошло бы, и с помощью молитвы и благословения Господа мы сможем преодолеть этот недуг. Ни в коем случае нельзя бояться и терять присутствие Духа». Но он сказал кое-что еще. Нечто, от чего у рационального человека волосы встали бы дыбом. Патриарх рассказал, что ему явилось видение. Он видел человека огненного цвета на коне, который перелетел над ним и исчез. Затем к нему подошел ребенок, плюнул на землю, смешал пальцем слюну с землей и нарисовал крест у себя на лбу. Что это? Знак победы? Знак того же Господа, который в Евангелии брал землю, смешивал со слюной и исцелял слепых. Пресса взорвалась. CNN написала про непокорную грузинскую церковь. Светские богословы говорили в камеру: церковь приносит людей в жертву своим фанатичным убеждениям. Один буквально произнес: если правительство не накажет эту непокорную церковь, оно не будет другом Цезаря. Слышите? Прямая цитата с суда над Христом: если отпустишь его, ты не друг кесарю. История повторяется, слова те же, только другие уста. А Синод 8 часов заседал и вынес решение: во время такого испытания причащение тела и крови Христа служит укреплению нации. Литургии не отменять, причастие не прекращать. И один из священников сказал тогда слова, которые запомнил навсегда: как может Христос, воскресший из мертвых, смертью смерть поправший, прийти к вам и принести болезнь или заразу? Это же просто невозможно. А теперь, что произошло дальше? В пасхальную ночь 2020 года по всей Грузии причастилось около 116 тысяч человек. Ни один человек не был заражен. Ни один. После Пасхи суточное число заражений упало с 20-30 случаев до 5-6. И знаете, что случилось в СМИ? Как только было официально объявлено, что церковного очага заражения не сформировалось, все вдруг будто бы воды в рот набрали. Ни одного средства массовой информации больше не затрагивало эту тему. Никто ни слова не проронил. Потому что, когда Господь отвечает, оправдываться не перед кем. Теперь я хочу остановиться на его словах, не торопясь, потому что они того стоят. Он любил рассказывать историю двух астрономов, верующего и неверующего. Неверующий говорил: всю жизнь я смотрю на небо и не увидел там Господа. А верующий отвечал: ты искал Творца на небе, забыв, что должен искать его в сердце. Загляни в свое сердце, и в нем обретешь Бога. Мы ищем знаки, мы ждем чудес, мы смотрим на небо, а Господь здесь, в сердце, прямо сейчас. Еще одно его благословение, которое меня поражает. Каждый из нас должен быть вестником радости. Я даю вам благословение говорить людям радостные вещи. Он благословлял говорить людям радостные вещи. Не страшные, не тревожные, радостные. А мы? Когда мы последний раз сказали кому-то радостное слово, которое освещает человека изнутри? И еще, простая, но острая мысль, которую он повторял. Надо быть близким к народу. Не надо свысока смотреть на людей. Народ – это наши братья и сестры, наши духовные чада. Это пасторская программа, простая, но как трудно ее исполнить.
Когда патриарха однажды спросили, что самого важного он сделал для своего народа, его ответ был неожиданно простым. «Я не сделал ничего великого. Я лишь научил их одному – благословлять друг друга, чтобы дети благословляли родителей, а родители – детей, чтобы муж благословлял жену, а жена – мужа, чтобы дедушки благословляли внуков, а внуки – своих предков». В этом все Евангелие, вся литургия, весь смысл христианской семьи. А посмотрите на нас. Когда последний раз, уходя из дома, вы осенили ребенка крестным знаменем? Когда муж положил руку на голову жены и сказал: «Господь да хранит тебя»? Когда вы попросили благословения у своих родителей? Народ, который живет благословением, живет под покровом Божиим. По его благословению была введена традиция. Чтимые иконы начали свое хождение по домам грузинских семей. Люди собирались молиться целыми улицами, устраивали трапезу. Потом икона торжественно перевозила в следующий дом, и люди начинали ходить в церковь. Церковь, которая приходит в дом, как гость, как свет. В 2008 году патриарх Илья сделал нечто невероятное. Грузия переживала демографический кризис, рождаемость катастрофически падала. Государство не справлялось. И тогда патриарх обратился к народу по телевидению и сказал: «Я готов стать крестным отцом для каждого третьего ребенка в грузинской семье и буду крестить каждого лично». В Грузии крестное родство как кровное, и 1000 семей решились на третьего ребенка. На крещение приезжали из России, из Европы, из Америки. Рождаемость в том же году выросла на 20%. По состоянию на декабрь 2025 года у него было более 51 тысячи крестных детей. Они в Грузии говорят: рожденные благодаря патриарху. И когда у его гроба появлялись дети с белыми розами, крестники, пришедшие проститься, я думаю, вот зачем живет церковь Грузии. Вот зачем. Не ради зданий, не ради институтов, а ради этих детей с розами, которые плачут у гроба своего крестного отца. Дорогие мои, смотрите на этот путь. Одна жизнь, один человек. В советское время он строит церковь по кирпичику. 9 апреля 1989 года он стоит с народом под ударами. Гражданская война, он выходит между враждующими. 2008 он эвакуирует раненых. 2020 он держит храмы открытыми во время пандемии. И весь этот путь с одним девизом: «С нами Бог». Это не случайно. Это избрание. Господь выбирает таких людей не потому, что они идеальны, а потому, что они верны в малом и великом, в тихое время и в страшное. Всегда одинаково. 49 лет верности – это и есть святость. Не чудеса, не эффекты, а не отступить ни разу. Но прежде чем мы попрощаемся, я должен рассказать вам еще об одном человеке, о том, кто знал патриарха и Илью, наверное, лучше, чем кто-либо другой, кто видел его насквозь и свидетельствовал о нем не словами богословских трактатов, а словами прозорливца. Это человек Божий, блаженный Гавриил Ургебадзе, юродивый Христа ради. Человек, который сжигал портреты Ленина на советских митингах, который жил в курятнике с дырами в стенах и ходил босиком по снегу, которого при жизни считали сумасшедшим, а после смерти причислили к лику святых. Один из немногих, кого Господь наделяет даром видеть людей так, как видит Он сам. Так вот, эти два человека, Гавриил и Илья, знали друг друга лично, и их отношения – это целая история. Еще в 1971 году, задолго до патриаршества Ильи, именно тогдашний митрополит Илья участвовал в решении назначить отца Гавриила настоятелем женского монастыря Сам-Тавро в Мцхете. Это была первая точка пересечения двух судеб. А потом в 1990-е годы уже католикос-патриарх Илья II лично благословил отца Гавриила жить в Мцхете, в башне царя Мириана близ храма Сам-Тавро. Именно под его патриаршим покровом старец провел последние годы своей земной жизни. И вот трогательный момент из книги «Диадема старца Гавриила», когда стало известно,
что отцу Гавриилу совсем плохо. Католикос патриарх Илья II лично благословил архиерея ехать к умирающему старцу, читать канон на исход души. Патриарх знал, этот человек угодник Божий и достоин архиерейского провождения в вечность. В 1995 году, незадолго до смерти отца Гавриила, именно патриарх Илья II возвел его в сан архимандрита. Последнее земное достоинство, которое церковь дала этому человеку, было дано рукой патриарха. И, наконец, в 2012 году, именно под председательством католикоса патриарха Ильи II, Священный Синод Грузинской Церкви причислил архимандрита Гавриила к лику святых. Из уст патриарха прозвучало: «Этот человек святой». Два великана рядом на протяжении десятилетий, один на троне, другой в курятнике, и оба у Бога. Есть один эпизод, который духовные чада отца Гавриила вспоминают особо. Старец осудил однажды пьяного священника, того самого, который едва не уронил чашу во время литургии в присутствии патриарха. Отец Гавриил долго не мог успокоиться, возмущался, осуждал. Потом Господь дал ему урок. Вдруг сам, совершенно трезвый, споткнулся в алтаре и понял: чем осудишь, тем и осужден будешь. Это маленький эпизод, но он показывает. Отец Гавриил был рядом с патриархом, бывал на его службах, знал его в лицо и почитал. А потом однажды произнес слова, от которых не по себе. Пророчество, которое звучит сегодня острее, чем когда-либо. Когда я умру, в церкви произойдет раскол, знайте, кто отделится от патриарха Илии, превратится в секту. Беспорядки в церкви были и при Ефреме, и ко мне приходили с предложением поддержать их, но я держался в стороне от них, и вам следует поступать так же. Из книги «Диадема старца Гавриила». Слышите? Не может быть раскол, но будьте осторожны. И все же будет. Я умру, и произойдет раскол. И кто отделится от патриарха Илии, превратится в секту. Это сказал не журналист, не политик. Это сказал человек, которого церковь признала святым. Человек, который видел будущее так же ясно, как мы видим прошлое. И он был прав. Грузинская церковь пережила несколько попыток расколов. Группы, которые отходили от патриарха под видом ревности, под видом чистоты, под видом настоящего православия, действительно становились маргинальными сектами, без благодати, без народа, без будущего. Отец Гавриил видел это заранее, потому что видел, кто такой патриарх Илья. Видел, через этого человека действует Господь. И тот, кто от него отворачивается не от человека, а от самого Бога. Это страшное пророчество не только для Грузии, но оно для каждого из нас. Во все времена находятся люди, которые под видом ревности от церкви начинают раскол. Под видом чистоты сеют гордыню, под видом правды разрушают единство. Старец Гавриил предупреждал: держитесь патриарха, держитесь единства, потому что именно в нем благодать. И еще одно слово отца Гавриила, которое звучит нам как завещание. Православная церковь – это корабль, кто выходит из него, тонет. И последнее, самое тихое и самое важное, после панихиды замироточил его портрет. Мне прислали видео подписчики моего канала, и, конечно, для меня это был очень приятный знак. Просто остановитесь на этом. Мира – это не просто жидкость. В православной традиции это знак присутствия Божьей благодати, это свидетельство. Господь говорит нам через этот знак, что слышит наши молитвы, что этот человек у него, что он дошел. Знаете, я думаю об этом, сколько испытаний пережил этот старец, сколько раз мир говорил ему: отступи, сделай уступку, будь как все. Сколько раз давили слева, справа, сверху, снизу, и он не отступил ни разу. И вот ответ, не наш ответ,
Не ответ историков и журналистов, ответ самого Господа. Тихий, благоуханный, через портрет на стене. Это не суеверие, это живая вера. Та самая, которой он учил всю жизнь. Та самая, которая говорит: Господь видит, Господь помнит, Господь отвечает. Не сразу, не громко, но отвечает. Вечная память тебе, святейший. И молись о нас, оттуда, где ты теперь. Поставьте лайк, если этот фильм тронул ваше сердце, поделитесь с теми, кому это важно. И напишите в комментариях, что из жизни этого патриарха задело вас больше всего. Да хранит вас Господь. До следующей встречи.